Кто бы из нас не хотел иметь в своем саду неприхотливые растения, декоративные, долгие месяцы. А если они еще способны расти на тенистых и переувлажненных участках, например, у кромки водоема или под тенью высоких деревьев и заборов, то им вообще нет цены. Если в вашем саду есть подобные тенистые или влажные места, посадите лобазник или таволгу. Этот выносливый многолетник приспосабливается даже там, куда проникает мало солнечного света и где задерживается большое количество влаги в почве. Лобазник сможет расти непосредственно на берегу водоема, дачного пруда, в тени забора и там, где постоянная сырость. За столь редкую неприхотливость, продолжительное цветение и декоративный вид в течение долгих месяцев интерес к таволге растет с каждым годом. Тем более, что на сегодня селекционеры уже сумели вывести сорта не только с бело-кремовыми соцветиями, но и розовыми цветами. Есть также растения очень крупные, высотой более 2 метров. Они отлично подойдут для заднего плана, декорирования заборов и стен построек. Есть более компактные и совсем карлики. К низкорослым относятся сорт нано до 30 сантиметров высотой и плена. Высота последнего около 40-60 сантиметров. Цветы белые, махровые, а листва чем-то похожа на папоротник. Кустики сортов нано и плена идеально для небольших клумб и цветников. Они также способны расти на солнце и выдерживать кратковременную засуху. Несмотря на свой небольшой рост, эти растения очень выносливые и устойчивые к вредителям и болезням. Хорошо растут на влажных почвах и выносят тенистые места. Их зимостойкость до 34 градусов. Цветение таволги длится с июня-июля по август-сентябрь, в зависимости от разновидности и сорта. Вообще все лобазники декоративны долгие месяцы за счет своей резной листвы. У некоторых видов даже красивые плоды, которые окрашены в малиновый цвет. Есть также сорта с пестрыми и золотистыми листьями, как, например, таволга вариегата и ауреа. Очень эффектный сорт, который выглядит декоративно весь сезон – Red Umbrellas. У него потрясающая краска и форма листвы. Края листьев слегка загнутые, что придает кроне вид зонтика. Куст похож на небольшую полусферу диаметром до 50 сантиметров. Цветение обильное с июля по сентябрь, эффектными розовыми соцветиями. Эти растения еще и очень приятно пахнут, источая миндально-медовый запах. Лобазник хорошо переносит перепады температур. На территории средней полосы зимует без укрытия. Его полюбили не только за редкую неприхотливость, но и широкий спектр полезных и лечебных свойств. Траву и соцветия таволги заваривают в чай, используют для снятия головной и ревматических болей, как антибактериальное и антивирусное средство. Этот травянистый многолетник отлично сочетается с самыми разными садовыми растениями. Таволга сможет расти во влажной среде, в тени и на солнце при условии своевременного полива. Ее пышные соцветия придадут вашему саду легкость и ажурность, а еще романтическую атмосферу, источая сладостный аромат. Единственное, что для омоложения кусты лучше хотя бы раз в 5 лет делить и пересаживать. К таким же неприхотливым, теневыносливым культурам относятся и волжанка или орункус. Он также хорошо переносит переувлажнение и тень. Отлично подходит для участков с высоким залеганием грунтовых вод и там, куда редко и ненадолго проникает солнце. Орункус выращивают и на солнечном расположении, но такие кусты придется чаще поливать. Неприхотливая, быстро растущая волжанка станет настоящим украшением вашего участка, даже при минимальном уходе. На одном месте без пересадки сможет расти более 20 лет. Размеры раскидистой кроны с цветущими метелками достигают метра, полутора и более 2 метров, в зависимости от разновидности и сорта. В период цветения крона волжанки сплошь покрывается изящными соцветиями. Они невероятно украшают сад, особенно тенистые уголки, придавая им легкость и ажурный вид. Листва перистая, на длинных черешках, также по-своему декоративная. Цветение очень пышное, с конца июня до августа. После куст украшает эффектные ажурные листья. Арункус считается хорошим медоносом. Его ароматные соцветия необычной метельчатой формы
привлекают в сад полезных насекомых-опылителей. Из высокорослых видов можно вырастить эффектную живую изгородь. Посаженные в ряд кусты создадут уютный уголок и прикроют зону отдыха от любопытных глаз. Это растение также выращивают вблизи водоемов и садовых прудов. Среди волжанок уже выведены сорта более компактные, до 60 см, карлики до 30 см, а также растения с розовым оттенком цветов. Из низкорослых популярная волжанка кокорешелистная с красным оттенком осенней листвы. В зависимости от преследуемой вам цели вы можете подобрать самые разные по размерам растения. Плюсы волжанки в ее малоуходности, а также способности хорошо разрастаться и обильно цвести даже в тени. Многочисленные рыхлые соцветия белого или кремового оттенка не только украшают, но и высветляют тенистые уголки сада. Сухие соцветия арункуса отлично подходят для составления зимних букетов. Обратите внимание еще на одно выносливое к тени растение под названием пасконник. Это высокорослый многолетник, достигающий 1,20 м, 1,80 м в высоту. Растение нормально растет и цветет в тенистых и полутенистых местах, выдерживает высокую влажность почвы. Пасконник также выращивают и на солнце при условии своевременного полива. Данный многолетник родом из Северной Америки и хорошо зимует в садах средней полосы. Кусты быстро разрастаются, создавая объем и цветущие заросли. Если перед вами стоит задача, как за короткие сроки задекорировать высокий забор, пустующие тенистые участки и вместе с тем избавиться от сорняков, посадите пасконник. Среди этого травянистого многолетника есть разные окраски с белыми, розовыми, лиловыми и пурпурными цветами. Цветение длится с июля по сентябрь. Но даже по окончанию цветения пышные соцветия также остаются надолго привлекательными. Цветы пасконника используют для срезки в букеты. В пик цветения посадки этого многолетника образуют роскошные ароматные розово-пурпурные облака. Каждое соцветие может составлять в диаметре около 20 см. У пасконника эффектно смотрятся прочные, свекольного цвета побеги и декоративные зубчатые по краю листья. Его часто используют в качестве фонового и самостоятельного растения. Побеги довольно прочные и не требуют подвязки. Пасконник не нуждается в пересадке и способен расти на одном месте не менее 10 лет. Этот многолетник на зиму не укрывают, а лишь срезают всю его надземную часть. В регионах с суровыми и бесснежными зимами посадки пасконника можно накрыть слоем опавшей листвы. На сырых и даже заболоченных почвах отлично приживется еще одно растение под названием дербенник иволистный. За редкие качества произрастать непосредственно в воде его еще прозвали подбережником и плакун травой. Дербеник обладает уникальными свойствами, благодаря которым не боится постоянной чрезмерной влаги в корнях. Его листья чем-то схожи с ивой, выделяют излишнюю влагу, за что, собственно, он и получил название плакун трава. Кусты отрастают на высоту до 50 см и более метра. Очень обильно и ярко цветут. Удлиненные колосовидные соцветия распускаются с июня по август-сентябрь. Сроки цветения и окраска зависят от сорта. Очень красивые дербенники Роберт, Цворл, Леди Саквелл, Ред Хайбридс и другие. Растения бывают с фиолетовыми, сиреневыми, малиновыми, ярко-розовыми и пурпурными соцветиями. Посадки плакун травы в период цветения украсят любой сад. Они отлично видны даже издалека. Кроме всего, дербеник считается отличным медоносом и лекарственной культурой. Ароматные заросли плакун травы распространяют по саду сладкий медовый аромат и по своей интенсивности даже затмевают душистую матиолу. Где произрастает дербеник, там всегда присутствуют разноцветные бабочки. Кусты хорошо растут на открытом солнце и в полутени. В полной тени этот многолетник не станет красиво цвести. Уход за дербеником крайне простой, как и за всеми вышеперечисленными растениями. Все эти культуры отлично подходят для малоуходных садов и занятых людей. С их помощью вы на долгие месяцы украсите даже тенистые и сырые участки, где не смогут прижиться другие растения. Поделитесь и вы своим мнением или опытом выращивания этих цветов.
Какие еще многолетники способны цвести на постоянно влажной почве и в притенении? Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых красивых, редких и неприхотливых растениях для сада и домашнего содержания, и о том, как их выращивать. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.